В науке есть расхожая фраза: невозможно научным методом ни доказать, ни опровергнуть существование Бога. Вот в конце этого видео вы поймете, что эта фраза является неправдой. Почему вот эта концепция существования или отсутствия существования Бога как будто преследует человечество на протяжении всей его истории. Вот согласно прогнозу эпохи Просвещения, к 21 веку-то вообще вера должна была полностью уйти из сознания людей, потому что, согласно этому прогнозу, материя первична, а все, что выходит за пределы материи, является культурным вымыслом, мифами и легендами. Однако вот эта цифра, 86% верующих людей, это официальная статистика сегодня, в 21 веке. Конечно, вы можете оспорить, какое качество этих верующих людей, насколько они там следуют религиозным предписаниям, это другой вопрос. Но сам факт того, что вот большинство людей во что-то верит, не выводится из прогноза эпохи Просвещения. Далее есть так называемый феномен мольбы атеиста в падающем самолете. Я думаю, вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю. То есть даже если человек материалист до мозга костей, атеист, самолет накореняется вниз и начинает падать, он вдруг начинает проводить какой-то довольно-таки странный монолог, обращенный к некой эфемерной, неосязаемой силе. Он может постфактум говорить о том, что он обращался ко Вселенной, но большинство людей опишут вот это обращение словом «молитва» по отношению к некой высшей силе. Или, проще говоря, к Богу. Так вот, дальше, если мы посмотрим на историю религий, где нам еще, в общем-то, брать информацию, кроме как в религиях, то мы увидим довольно-таки странную закономерность. Вот, например, у шумеров, у древней цивилизации, если внимательно изучить их тексты, находятся довольно-таки известные нам всем нарративы, истории. Здесь есть история о сотворении человека из глины. Здесь есть история о первых двух людях, созданных. Есть также история о потопе. Внимание, вопрос. А почему они вообще здесь присутствуют? У материализма, естественно, есть ответ на этот вопрос. Согласно материализму, существуют вот некие нефальсифицируемые, то есть не подвергаемые никакой проверке архетипы. Это концепция, которую ввел Карл Юнг. Что вот есть какие-то сюжеты, которые следуют за человечеством на протяжении всей его истории. Принципиально нет никакого ответа на вопрос, а почему именно эти архетипы и именно эти истории. Есть совершенно другая цивилизация, не имевшая никаких контактов с этой. Например, майя. Там тоже прослеживаются те же самые нарративы о сотворении из глины. И также еще к ним добавляется нарратив о пророческой фигуре. Вот о человеке, который приходит, приплывает откуда-то извне и несет некое знание, недоступное народу до этого. Далее у нас есть Древний Китай. Что мы видим? Тот же самый нарратив о сотворении из глины. Тот же самый нарратив о потопе. Эти цивилизации не имели никаких контактов друг с другом, но у материализма, естественно, есть описание концепции культурной диффузии, то есть каким-то образом все же вот через контакты именно эти истории почему-то передавались, прорастали, и непонятно, почему именно эти истории, а не какие-то другие. Почему у этих цивилизаций нет совершенно разных, не похожих друг на друга мифов? Почему нету мифа о том, что все люди вышли из моря? Нету мифа о том, что они спустились со звезд? Зороастризм — это еще одна религия, в которой также присутствует, внимание, пророческая фигура, Зороастр. Большое количество ученых стоят на позициях монотеистической интерпретации. И таких интерпретаций очень много. Согласно этим интерпретациям, в основе зороастризма классический монотеизм, то есть идея единого бога, создателя, и пророческая фигура в центре этой религии. Опять что-то похожее. Далее, если мы идем в индуизм, опять же, сейчас многие скажут, что это вот классическая политеистическая религия, однако это не так. Если вы возьмете Веды и посмотрите в само ядро, то вы увидите, что там присутствует концепция Брахмана, создателя
всего живого, и в различных традициях уже к ней добавляются различные другие божества. Однако вот в основе, например, того же вишнуизма обнаруживается, в общем-то, такой панентеистический, но, да, монотеизм с концепцией единого Бога-Создателя. Опять, что мы здесь видим? Вырисовывается инвариативное ядро, то есть постоянно воспроизводимый паттерн. Вы скажете, но есть религия буддизм, и в ней нету Бога как такового. Совершенно верно. Религия буддизм вышла из индуизма и, кстати, отрицается полностью в индуизме. Она берет отсюда концепцию перерождения, убирает все, что написано в Ведах, то есть любые истории про богов, которым нужно поклоняться, оставляя только вот идею перерождения души. Далее у нас есть авраамические религии, и это в первую очередь иудаизм, согласно которому существует Бог, Создатель всего живого, и этот Бог заключил завет с еврейским народом. То есть еврейский народ обязуется исполнять предписания, религиозные предписания. И вот если у еврейского народа там более 100 различных пунктов этого завета, то у всего другого человечества их там всего 7. Остальное человечество будет судимо по моральному закону. Иудаизм замкнут в рамках своей традиции, то есть он не объясняет нам другие религии за пределами своей. Далее у нас появляется христианство. Согласно материализму, нам все понятно. В начале такие люди, как Ричард Докинс, говорили, что Иисус – это вообще вымышленный персонаж, его никогда не было. Потом, когда открылись эмпирические доказательства реального существования такого человека, концепция быстро поменялась в сторону, ну, вот такого бродячего философа, каким его, например, там описывал Булгаков. Что вот есть некий философ, и вот люди так хотели вот жить вечно, и вот так хотели, так боялись смерти, что вот поверили вот этим всем историям и рассказам. Вот это так им это было нужно, однако в рамках этого нарратива совершенно не объясняется, почему вот эта группа людей, я сейчас говорю про иудеев, полностью отрицают эту фигуру. То есть они его не признали нигде в Торе. Не упоминается имя Иисуса Христа, оно упоминается в Ветхом Завете. Ветхий Завет – это, ну, такая реинтерпретация Торы уже в рамках христианства. Иудаизм полностью ее отрицает. Также в более поздних текстах в рамках иудаизма вообще написаны довольно-таки нелицеприятные вещи про центральную фигуру христианства. То есть он признается лжепророком. Всего не признали. Большое количество различных групп первых христиан, например, эвиониты, называли Иисуса пророком именно, не называли его Богом. Итак, до Никейского собора было две противоборствующих политических партии. Одна была интерпретацией через Троицу, а другая была ариане. У них была совершенно другая интерпретация, кем же был Иисус Христос. 700 лет спустя, ну там 600 с лишним, появляется новая авраамическая религия, которая называется ислам. Вы ее очень любите, я знаю. Исламский корпус полностью признает фигуру Иисуса Христа. Не просто как какого-то бродячего философа, не просто как какого-то учителя, а как мессию, как пророка, который был рожден вследствие непорочного зачатия. То есть это полностью признается в рамках ислама. Более того, полностью признается второе пришествие. То есть мусульмане ждут второго пришествия Христа. И более того, полностью признаются все иудейские пророки. Считается легитимными сообщениями от Бога. А почему этих сообщений много? Это объясняется тем, что ко всем народам во все времена на протяжении человеческой истории приходили свои пророки, которые несли одно и то же сообщение. Вот здесь ислам очень любит ругать, потому что в исламе все эти пророческие фигуры называются мусульманами. Люди думают, что там мусульмане хотят украсть наших пророков. Но на самом деле мусульманин переводится как покорившийся Богу. Все эти пророки были покорившимися. Но как же так, скажет материализм? Было же многобожие, был же политеизм. Вот здесь у шумеров было множество богов в начале. А что, если их на самом деле не было?
Что если это действительно был в изначальном виде монотеизм? Сообщение, которое позже было искажено уже в культурной среде самими людьми. А почему люди вообще искажают это исходное сообщение? Потому что оно крайне неудобно. Оно обязывает тебя исполнять какие-то предписания, жить морально, а политеизм — это уже возможность придумать своего бога, более комфортного бога, бога, который просто так тебя не наказывает, которому можно принести какие-то подношения, какие-то монетки. То есть превратить бога, по сути, в такой пульт управления твоих собственных желаний. Человеку не нужно, чтобы над ним стоял какой-то бог, который будет потом судить его за его поступки. Во всех этих религиях также существует идея наказания, то есть воздаяния за совершенные грехи. Ну вот представьте ситуацию, что, допустим, мы раскопали вот останки какой-то советской деревни, которая сейчас осталась, и вот мы там нашли серп и молот и кусок Конституции Союза Советских Социалистических Республик. И вот мы делаем на основе этих данных вывод, что на этой территории проживала группа людей, которая не верила в Бога, верила в равенство, взаимопомощь, и делаем вывод, что вот именно этот строй перманентно существовал у этого народа на протяжении всей его истории. То есть мы просто игнорируем, что там за 20 лет до того, как вообще была построена эта деревня, там был совершенно иной строй, там была Российская империя с совершенно другой конституцией, с христианством, жившая вообще совершенно по другим законам. Ну, то есть мы не можем на основании одного какого-то найденного отрывка делать вот такой вывод о консистентности именно этого вероисповедания. Поэтому утверждать о том, что до этого политеизма, обнаруженного нами, не могло быть изначального так называемого прамонотеизма, мы не можем. Наша модель, информационно-архитектурная модель реальности, нацелена на то, чтобы вернуть теизм, вернуть разумный замысел в науку. Целью этого канала не являются какие-то там межконфессиональные религиозные споры. Однако сама идея, что вот одна религия просто хорошо объясняет существование всех остальных, уже вызывает сопротивление. Вы скажете, ну а как же буддизм? Он же отрицает Бога. Буддизм — это учение Будды, который не постулировал себя как пророка. Он не говорил о том, что ему открылось какое-то знание о внешней системе, о Боге. Он говорил о том, что я просто просветленный, я пришел к каким-то определенным выводам. Если вы придете к ним же, последуете там за мной, то это вот даст вам там определенное спокойствие, уход от страдания в этой жизни. Ну, то есть он не постулирует себя как истину в последней инстанции. Буддисты просто следуют его учению. Более того, огромное количество буддистов даже скажут вам, что буддизм вообще не является религией. Они не хотят относить вот это учение к религиозным текстам вообще в принципе. Ну, то есть, следовательно, как бы, что, кто здесь что отрицает? Это учение Будды, да, оно существует. Вот такое понимание мироздания. Но в его рамках, в рамках буддизма, невозможно объяснить это инвариативное ядро других религий. Из-за материализма, из-за секуляризма, который подает вот все эти религии как какое-то, ну, меню в бистро, у человека происходит просто элементарно энтропия сознания. То есть он рождается в культурной среде, ему не импонирует какая-то идея там суда, который произойдет после смерти. Это неприятная мысль. Поэтому он что? Ну, он просто так вот смотрит на все эти идеи, на другие религиозные традиции и видит буддизм и такой, о, а вот это мне нравится, это я беру. То есть в самом худшем случае, если я наворочу дел, то я просто смогу переродиться в виде какого-то там цветка, и, в общем-то, ничего страшного не будет. И получается, что вот, да, взяли что-то немножечко отсюда. Если мы вообще берем буддизм, мы на самом деле, ну, не очень должны заниматься наукой-то в принципе, потому что буддизм, он про отход от вот этого иллюзорного мира майя. А если ты копаешься в нем, если ты изучаешь какие-то научные формулы, ну, получается, что ты не совсем тоже следуешь учению Будды, понимаете? Еще также рождается вот эта определенная шизофрения. Огромное количество верующих христиан в Российской Федерации, в том числе и в мире науки. То есть они верят действительно, однако они не озвучивают эту мысль у себя на работе. То есть на работе эту мысль как бы уже, ну, озвучивать опасно, потому что в научной среде есть вето на разумный замысел. Не может наука оперировать
этими категориями ввиду идеологического запрета, который она сама себе поставила 150 лет назад в рамках войны с Западным католическим институтом. Религиозные тексты помещаются в категорию черного ящика, то есть в рамках науки нельзя их рассматривать, работать с ними как с проверяемыми данными. А в рамках коранического текста задаются конкретные критерии его проверки. То есть если вы не верите, что это текст от Бога, пожалуйста, создайте второй такой текст. То есть это конкретное фальсифицируемое предсказание. Если бы кто-то за 1500 лет написал бы второй Коран, попытки написать второй Коран были еще и в VII веке, однако все они были очень быстро разоблачены, потому что в этих текстах находилось огромное количество противоречий и еще огромное количество несоответствующих действительности научных познаний того времени. В Коране, напомню, таких нету. Здесь в комментариях нас очень любят обвинять в рекламе конкретной религии, но мы не занимаемся рекламой, мы занимаемся проверкой эмпирических данных. Если бы был какой-то другой текст, который бы задавал такие же критерии своей проверки, объяснял такое большое количество данных, мы бы использовали его. Материализм и атеизм строят всю свою линию защиты на обвинении религиозных текстов в своей полной нефальсифицируемости, в требовании принять постулаты на веру только на основании того, что так написано в книге. Коран этого не делает. Не существует герменевтического замка. Верьте в этот текст, потому что так сказано в этом тексте. Помимо фальсифицируемого предсказания о том, что не будет второго Корана, не будет еще и нового пророка, который этот второй Коран принесет. Пророческая миссия закончилась. И если мы посмотрим на историю, 1500 лет – это огромный срок для того, чтобы верифицировать это сообщение. То есть у нас за 1500 лет реально никто не принес второго Корана, и реально не было создано никакой новой мировой авраамической религии. Если бы она была создана, то исламское сообщение было бы опровергнуто. Следовательно, мы и дальше можем ожидать, что вплоть до судного дня, когда все человечество будет отключено, точно так же, как и 99% всего живого в органической жизни планеты, вот до этого судного дня никакого нового пророка не придет. Будет второе пришествие Христа, который, опять же, согласно исламскому семиотическому корпусу, должен подтвердить исламское сообщение. Эта мысль может очень сильно триггерить там определенные группы лиц, но мне не совсем понятно, а что в этом плохого? Ну, то есть, вот будет второе пришествие. Ну, вот, допустим, Западному католическому институту это точно встанет поперек горла. Скажут, что это лжепророк, отрекутся от него, потому что само его присутствие на земле уже дискредитирует весь их институт. То есть они уже не нужны, в принципе, как представительство Бога на земле. Более того, если он еще и подтвердит исламское сообщение, ну, вы понимаете вообще, что, в принципе, начнется? Это Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых», что он там половины вообще не описал той смуты и того великого инквизитора, который вот проснется в массах людей, когда это произойдет. И на самом деле так всегда и происходит. Ну, то есть, когда приходит пророк, что происходит, когда первый раз Иисус Христос пришел? Все сразу же его признали? Нет. Он был приговорен к смертной казни. Что от него отреклась целая группа лиц, иудеев, к которым он вообще был послан. Понимаете? Так, нет, большинство людей, конечно же, это очевидно примут, но многие будут недовольны. Поэтому давайте зададим честные критерии фальсификации. То есть если во втором пришествии Христа приходит Иисус и подтверждает Троицу, подтверждает первородный грех, сбывается прогноз христианский о рае на земле, о воскрешении мертвых здесь, на земле, тогда ислам, да, полностью опровергнут. То есть если это реально происходит, все эти чудеса, то все исламское сообщение опровергается. Однако нужно быть готовым и к другому варианту исламского пророчества, согласно которому Иисус Христос или Иса ибн Марьям, как он называется в исламе, подтвердит истинность исламского сообщения. Мне лично кажется, что
для верующего человека, для христианина ничего страшного на самом деле здесь не произойдет. Ну что, это вам жалко, что ли? Вы ему лично напишите все те же вещи, которые пишете мне в комментариях. Вы ему скажете в лицо: ты лжешь, вот как вы мне пишете в комментариях. Вот честно себе ответьте на этот вопрос. Готовы вообще это сделать? Ну, если вы готовы, у меня есть плохие новости, потому что те люди, которые отвергали пророческое сообщение, каким бы оно ни было, они очень плохо заканчивали, и их ждет, согласно каноническому тексту, крайне негативный итоговый статус в системе. В тексте объясняется также и сам феномен, озвученный нами в самом начале видео. Феномен мольбы атеистов в падающем самолете. 1500 лет назад люди, погружаясь на корабли, реагировали точно так же. Объясняется, что человек уже получил контакт и знание о существовании Бога еще до своего рождения. Этим объясняется, почему сама эта концепция преследует человечество всю его историю. И тут два варианта. У материализма, естественно, вариант, что это невероятная череда совпадений, которые не могли не сбыться, и у него весь мир — это невероятная череда совпадений. Либо другой вариант. Коран является частью исходного кода. Он так и постулируется, как уже записанный в хранимой скрижали. И, следовательно, вот ты берешь исламский семиотический корпус, и с его помощью сразу же, как ключом, начинают открываться и становятся понятными аномалии, которые не объясняются в материализме. Почему? Потому что материализм — это кустарный эмулятор, потому что в его основе лежит априорно неверно заданная предпосылка о первичности материи. Поэтому он не работает. Если ты берешь кусок исходного кода, то ты можешь дальше реверс-инженерить код. Ты видишь, как все работает. Поэтому смотрите, у нас есть первое фальсифицируемое предсказание о том, что не будет новой религии. Также предсказание о том, что религия ислам будет распространена по всей планете. То есть если бы у нас за 1500 лет ислам остался какой-то локальной, не мировой религией, какой-то очень небольшой, то это фальсифицируемое предсказание было бы опровергнуто. И третье, у нас есть предсказание о том, что, в отличие от многих текстов других, Коран не будет изменен. Здесь вы пытаетесь все время оспорить это предсказание и называете всякие истории про 30 существующих измененных Коранов, но ни один из вас почему-то не может мне принести эти книги. Почему? Потому что их не существует. В исламе было огромное количество различных течений, сект, которые по-разному интерпретировали Коран. Точно так же, как и в христианстве, один в один. То есть люди повторяют один и тот же паттерн. Однако ни одна из этих сект не написала свою версию Корана. И даже если вы сейчас отправитесь в Иран или в Азербайджан, у шиитов ровно тот же Коран. Слово в слово. Там ничего не изменено. Почему? Потому что, согласно тексту, он находится под протоколом защиты. Так вот, эти 3 пункта — это конкретные критерии фальсификации, которые можно проверить научным методом. Этих критериев там на самом деле гораздо больше. Там хотя бы одно сообщение хотя бы как-то опровергается, и это уже повод для того, чтобы подвергнуть сомнению весь текст. Вы представляете вообще, вот есть текст, который постулирует себя речью Бога. Вы понимаете вообще, как быстро такой текст, если бы он был написан человеком, можно было бы опровергнуть. Наверное, это было можно сделать за секунду вообще. Посмотрите на всякие эзотерические тексты, которые придумывают люди. То есть они полны онтологически неэкономных, раздутых моделей, которые не объясняют в целом реальность. Однако из Корана выводится онтологическая модель, которая максимально экономным образом объясняет весь мир. Как это возможно? Раз у нас есть Коран, который подвергается эмпирической проверке, значит, мы можем научным методом доказать существование Бога. Здесь очень важно подчеркнуть, мы не занимаемся никакими доказательствами, и мы не используем никакие аргументы. Аргументы должен предоставить материалист, который игнорирует данные, с которыми мы работаем. Далее, у вас, конечно, последний бастион, куда бежать, это сказать, что нет, Коран на самом деле не от Бога, он от пришельцев, пришельцы это все придумали, а Бога на самом деле нету. Но это добавление лишних сущностей, максимально неэкономное,
по ИБЕ. То есть по бритве Оккама, по выводу к наилучшему объяснению, нет абсолютно никакого смысла додумывать что-то и придумывать каких-то пришельцев, которые создали Коран, если в Коране уже решается проблема бесконечного регресса и дается более экономная онтологическая модель. Следовательно, мы только что, используя строго научный метод, без всякого байеса, опровергли тезис о том, что Бога невозможно доказать научным методом. Из данных, с которыми мы работаем, выводится логичная онтологическая модель, для которой все аномалии современной науки являются логичными следствиями. Трудная проблема сознания конкретно предсказана в кораническом тексте. Тонкая настройка Вселенной конкретно предсказана в кораническом тексте. Информация и ДНК, как таковая, выводится из постулатов текста. А это означает, что у атеистической парадигмы нету никакой достаточности основания для своей позиции. Ее позиция существует только в тотальном игнорировании этих данных, которые проверяются научным анализом. Предоставьте модель, которая лучшим образом и онтологически более экономным образом объяснит реальность. Покуда она вся состоит из умножения сущностей, покуда ей необходимо постулировать бесконечные мультивселенные для объяснения одного факта тонкой настройки Вселенной, такая модель проигрывает по бритве Оккама. Она не может считаться основной. Не может быть основной модель, которая игнорирует эмпирические данные. Наша модель не доказывает Бога. Мы, используя строго метод научного анализа и работая с конкретными проверяемыми в рамках этого научного анализа данными, пришли к очевидному умозаключению. Вы теперь должны доказать, что Коран является культурным вымыслом. Можете уже писать в комментариях все, что вы думаете по этому поводу, а я буду готовить следующее видео и буду отвечать на ваши попытки отрицать этот текст. Спасибо большое.